Эта сильва стоит в луже, а ее атакует косяк карасей. Вон там за ее спиной и чуть дальше такие серенькие черточки. Это все маленькие карасики. Их там сотни-две, наверное. И вон там вон тоже около трубочек. Вот. В общем, Сильва думает, мыть ей попу или не мыть. Она вернулась. Я пока хочу рассказать немножечко о планах на Сильву. То есть начался новый охотничий сезон. Она полностью перелиняла. Осталось только дорасти немножко одному перу там у нее в хвосте. А пока перья у птицы растут, с ней нежелательно заниматься, чтобы не рисковать качеством оперения. И, в общем, она вот все лето сидела в вольере и меняла полностью перья, вот отращивала новые. И теперь она вот такая красивая, ровненькая, вся у нее все выросло. И мы начинаем с ней заниматься по новой, а ее придется учить практически всему заново, поскольку за вот эти 3 месяца, что она сидела, она набрала вес, жир набрала. Она ничего не хочет делать, она ленивая. То есть сейчас я буду ей скидывать вес, снова ее заставлять учить прыгать на руку, прилетать по команде, возвращаться и постепенно отпускать ее. Вот она сейчас у меня на шнуре, то есть не свободна, чтобы она никуда не свалила. Вот. И сейчас она ко мне на руку не вернется, потому что не хочет. То есть я буду подходить, ее забирать. Ну, в общем-то, полностью будет весь цикл, как обучение совершенно дикой птицы, стандартным. Но он будет немножечко быстрее, но зато я могу показать все, что вообще с птицей делают, как это делают, почему, объяснить некоторые нюансы. Вряд ли, конечно, кто-то сможет поэтому обучиться с нуля, то есть заниматься с ловчей птицей, подготавливать ловчую птицу. Но думаю, что это будет интересно просто для общего образования, потому что в России таких съемок и, так сказать, мастер-классов не существует. Хотя в Европе и в Америке их просто масса, там очень высоко развита культура содержания птиц ловчих, разведения, то есть там куча сокольников, куча клубов, куча всего вообще. А у нас же это достаточно узкий круг людей, но зато у нас птиц точно так же разводят, как и в Европе, то есть можно приобрести там себе тетеревятника или сокола с документами в лицензированном питомнике и начать заниматься. Но также хочу напомнить, что если вы вдруг захотите себе просто пойти из леса птичку взять, это вообще нарушение закона Российской Федерации. Там за это платится штраф достаточно немаленький. Если птичка окажется краснокнижной, то он будет крайне немаленький. А если вы еще куда-то захотите ее повезти, вы еще и на контрабанду можете нарваться. То есть, в общем, не стоит этого делать, потому что, в общем-то, вот эти вот ястреба, как Сильва, достать его с документами вполне реально. То есть в Москве питомник есть, в Липецке есть питомник. А если вы слишком далеко живете, питомника нет, то, в общем, сначала берется разрешение на отлов тетеревятника. Немножечко прервали, в общем, начну сначала. Идете в Росприроднадзор, берете разрешение на отлов тетеревятника, то есть на изъятие птицы из природы. Обычно позволяют без проблем изымать молодую птицу, то есть не вот как Сильва цветом, а там рыжие ястреба, которые первого года выпуска, то есть еще не размножавшиеся, и у которых еще не факт, что они доживут там до весны, то есть с этим проблем обычно не бывает. Вам могут, конечно, отказать и не указать по каким причинам, но, в общем, сама процедура делается так. Берется разрешение на отлов, вы отлавливаете птицу, то есть потом приходите с этим разрешением и с фактом того, что птица у вас, а вам на основе этого разрешения уже выдают разрешение на содержание этой птицы.
и там, не знаю, пойти специально в государственную ветклинику, эту птицу чипировать. И, в общем-то, у вас будут на нее документы необходимые. Вы ее также вписываете в охотничий билет. Ну, в общем-то, и все. И дальше уже начинаете с ней заниматься и работать. Заводить себе вот такого ястреба просто ради прикола, чтобы он жил и как питомец, смысла никакого нет. Это птицы не для домашнего содержания. Очень нервные, очень достаточно холеричного склада характера. Очень быстро отвыкают. Им нужно много движения. Сильва, веревочка короткая, куда ты? Ты на берег уже пошла? Ну, в общем, будете мучить и себя, и птицу, если захотите вот просто держать. То есть с ними обязательно надо заниматься, чтобы птица летала. Причем свободно и налетывала свои часы для поддержания физической формы. Вот. Ну, а дальше уже читать литературу. На самом деле, почитать необходимо в любом случае. В России эта книжка называется «Сокол на перчатке», авторства Флинта и Сорокина. Также есть переведенная на русский язык книжка «Понимание хищной птицы» Ника Фокса. То есть Фокс, Ник Фокс, Н Фокс. Вот, «Понимание хищной птицы». В принципе, это достаточно грамотные книги, и их достаточно, чтобы понять, нужно вам вообще с этим связываться и стоит ли. Потому что очень много людей, которые берутся, а потом понимают, что это не их, бросают и не продолжают. Но некоторые люди вот втягиваются и годами занимаются. Это все на всю жизнь. Вот. Ну, в общем, сейчас я пойду заберу Сильву. Она будет сохнуть. А я с завтрашнего дня буду начинать с ней уже занятия. То есть, на самом деле, я начала их сегодня. То есть, сегодня она не получила еды вообще, в принципе. Она в высоком весе. И сейчас она не будет получать еду, пока не начнет есть ее на руке, на перчатке. То есть, все лето она ела в вольере, и просто клали там кусок, там перепелку, и она ее спокойно ела. И сейчас, пока она не начнет охотно есть с руки, она никак больше еду получать не будет. То есть это первое в этапе. Она будет у меня сидеть все время на руке. То есть, ну, не все время, это несколько часов в день будет проводить. Я буду с ней ходить среди людей по всяким разным местам. Она будет снова вспоминать, как это быть среди людей. А я буду, в общем, мучиться с одной рукой свободной. Вот. То есть сейчас вот мы начали, она искупалась, помылась охотно. В общем-то, при мне, то есть это хороший знак. Она, если она меня не боится, она просто, вредничает из-за того, что она жирная. Все-таки у них, как у спортсменов, вес это главное. Это не значит, что я буду доводить ее до истощения. Я просто уберу всю ее жировую прослойку, которую она за лето накопила. Она была ей необходима для хорошей качественной линьки, но сейчас все перья выросли, и как бы ей уже это не нужно больше. Уберется жир, она захочет есть, она начнет со мной дружить снова, и мы начнем уже летать на руку, выпускать ее. Вот так вот. В общем, не знаю, если какие-то вопросы есть, конечно, в комментариях я их буду учитывать, которые вы будете писать, и потихоньку на все отвечать. В общем, попробуем так сделать. У меня опыта в подобных ведениях мастер-классов не было. И, опять же, очень большие проблемы с отсутствием там, то есть съемки со стороны. То есть я не смогу показать многое, например, как двумя руками там птицу на руку сажать. Ну, может быть, я кого-нибудь из друзей там позову, мне с этим помогут. Но это будет уже, скорее всего, не по логической цепочке, по временной. То есть, когда сможем, тогда сможем. А так, пока я буду одна пытаться все это сделать. Вот. Вот она, мокраенькая птичка, без регистрации СМС. Только что из лужи практически. Ну, она вылезла. Вот этот свист, это значит то, что ей тревожно. То есть она меня в чем-то подозревает и несколько нервничает. То, что она так сидит, значит, что она сохнет.
То есть вот она специально растопырилась, чтобы больше ловить солнышко площадью и обсушивать перья. Хотя она практически не промокла. У нее очень хорошее оперение, которое, в общем-то, не промокает. То есть вон там намокло кончики перьев. А недоросшие перья, это вот можно увидеть вот здесь. Вот перо, оно в таком чехольчике. Как будто пластик похоже. Это перо еще растет. То есть ему еще расти где-то неделю. Симметрично также растет на другом крыле. Вот здесь вот видно. Вот солнышко падает на этот чехольчик. Но это не критично. Это вот последние перья дорастают. То есть пока мы будем ее недельку где-то сейчас воспитывать просто на руке, везде носить, они дорастут спокойно. И потом она начнет летать. То есть на качество полетов они уже не особо влияют. Но и риск их повредить при росте практически снижается к нулю. То есть птиц не трогают, пока растут перья. Еще и потому, что вот эти вот перья в чехольчиках очень легко ломаются, повреждаются, там кровище начинается, это очень больно. И, в общем, просто птицу можно вот так травмировать, очень неприятно. Вот. Но нам это, в принципе, не грозит. Вот такая чистенький такой ястреб, да, возмущенный. Сейчас мы пойдем. Еду ты не получишь. Да, почему, скажи, да? А потому что кто-то слишком много ел. В общем, да, пойдем. Возмутительно. Все, идем.